Об этом форте рассказывают удивительные вещи. Его называют местом силы, говорят о его особой, ни с чем не сравнимой энергетике. Но это уже за пределами реального, а реальность, между прочим, не менее интересна. Таракановский форт — крутая крепость периода Первой мировой войны, единственное сооружение подобного типа в Украине. В странах Европы аналогов форту тоже нет. Во времена Российской империи Ровенщина была пограничной зоной, поэтому возникла необходимость укреплять эту границу. И в конце XIX века вблизи села Тараканов, Ровенской области, недалеко от Дубно, по приказу императора Александра III, началось строительство военного форта. Сооружение имело четкое стратегическое назначение — оборонять железную дорогу и дороги из Кременца и Радзивиллова, сдерживать наступление противника, а также обеспечивать базу отступающим войскам. Идеологом создания сооружения считается военный инженер немецкого происхождения граф Эдуард Тотлебен. А непосредственно руководил строительством другой военный инженер, полковник Борисов. Первые работы начались в 70-х годах XIX века. Шла подготовка места для будущего форта, делали насыпь. Сооружение стен и зданий происходило в течение 5 лет. В 1885-1890-х. Работы продвигались тяжело, однако в 1890 году строительство новой Дубинской крепости было завершено. Таракановским форт стали называть значительно позже. Царь Александр III сооружение осматривал лично, ведь из его царской казны на его возведение было выделено 66 миллионов рублей. По мнению специалистов военного дела и инженеров, форт полностью соответствовал своему назначению и даже превосходил ожидания. Для строительства, кроме камня и кирпича, был использован и новейший материал — бетон, что придавало сооружению прочность. Однако российские войска Таракановский форт по назначению не использовали ни разу. Уже в 1900 году здесь был обустроен склад, а затем помещение отдали под тюрьму. Во время Первой мировой войны россияне решили, что форт им вообще не нужен, и без боя сдали его полякам. Правда, впоследствии опомнились, и в 1916 году, во время Брусиловского прорыва, разгромив крепость собственной артиллерией, снова вернули. Из укреплений были выбиты части 4-й австрийской армии. В этих боях погибло 200 австрийских солдат, и их похоронили возле форта. Во время Второй мировой форт снова сдали, теперь уже немцам. Такая история. Таракановский форт — это бетонно-земляное укрепление с использованием кирпича и чугунных деталей, из которых, в частности, сделаны все лестницы и двери. Войти внутрь форта можно было только с помощью выдвижного железного моста. Во время осады его, конечно же, прятали. Именно для этого построили специальное помещение под насыпью. Неприметный туннель главного входа ведет к административному корпусу форта. Это большое двухэтажное сооружение, где располагались жилые, складские и хозяйственные помещения для артиллерийской роты и штаба коменданта форта. По форме Таракановский форт похож на ромб. Длина каждой из сторон достигает 240 метров. Наружные стены укрепления толщиной 3 метра. К самому укреплению вели аж 4 подземных хода. Это позволяло военным во время вражеских бомбардировок без помех передвигаться по сквозному коридору. Вокруг форта глубокий ров с земляными валами, попасть в который можно через 100-метровый подземный туннель. В свое время это была ловушка для незваных гостей. По периметру форта располагались так называемые безопасные казематы, которые служили еще и для поддержки крепостного вала. Всего насчитывалось 105 казематов. Жить можно было в 35 из них. В общей сложности там могли размещаться 800 человек. Каждый каземат выполнял определенную функцию. Был предназначен либо для ведения боевых действий, либо для проживания. Здесь находились склады, лазарет, операционная, дезинфекционные камеры, морг, туалеты и колодцы. Все казематы были оборудованы вентиляцией и печным отоплением. Кроме того, в форте была проложена канализация, водопровод,
построена специальная печь, где сжигали нечистоты. Ко всем помещениям и подземным коридорам, и комнатам подвели электричество. В дополнение ко всему в 1899 году форт телефонизировали, а в 1901 в центральной казарме построили церковь. В 1965 году Министерство торговли УССР предприняло попытку оборудовать на базе форта склад консервированной продукции. Были проведены работы по расчистке казематов, изготовлены стеллажи, двери, установлено освещение, но чрезмерная влажность и испарение не позволили хранить продукты. А еще пытались оборудовать здесь склад автотракторных запчастей. Снова провели достаточно трудоемкие подготовительные работы, однако от идеи отказались по той же причине. Еще в прошлом веке для маскировки вокруг крепости посадили вьющиеся растения. Они разрослись и оплели деревья и каменные стены. Поэтому сегодня военное укрепление больше напоминает заброшенный город из фантастического боевика. Фасадной стены давно нет. Везде, где только смогли, пробились травы, деревья и кусты. Крепость хранит множество тайн и жутких историй о привидениях. Видимо, они действительно есть, потому что уже столько лет пугают местных жителей. В начале XX века здесь погибло много солдат. Кажется, их души до сих пор блуждают вокруг, не находя покоя. Рассказывают, что по форту иногда бродит призрак священника, которого до сих пор видят в часовне. Если верить местным, в сумерках мелькает его тень, а иногда даже слышны звуки службы, которые придают увиденному еще больший ужас. Одна из самых популярных легенд о мощном и до сих пор действующем генераторе, который во время Второй мировой войны где-то под землей установили немцы, и если попасть в зону его действия, якобы можно путешествовать во времени. Вариация этой же легенды. Немцы организовали секретную лабораторию по изготовлению новейшего оружия. Именно на территории форта находилось исследовательское подразделение секретной нацистской организации Анненербе. А накануне отступления в начале 1944 года оккупанты заминировали и забетонировали оборудование в туннелях. Да так, что его ищут до сих пор. Есть также версия, может, и нелепая, но кто знает, будто бы советские военные обустроили здесь склад ядерного оружия. Но местные исследователи приводят свои факты, убеждающие, что с 1946 по 1960 год форт занимали сотрудники НКВД, и множество помещений залили бетоном. Даже вентиляционные отверстия. Зачем? Однако доподлинно все же неизвестно, правда ли это. По преданию, НКВДисты к тому же убивали всех, кого подозревали в сотрудничестве с УПА. А еще есть легенда о комнате-ловушке. Когда кто-то посторонний заходил в помещение, пол мгновенно переворачивался, и жертва падала в глубокий колодец. Насчет прогулок по форту. Обязательно нужно надевать закрытую одежду. На всей территории растет ядовитый борщевик Сосновского. Высокие, до 1,5 метров. Раскидистые растения с цветками в виде белых зонтиков. От одного прикосновения к его листьям кожа покрывается крупными волдырями, которые не сходят месяцами. Такой вот реальный ужас. Таракановский форт пережил несколько войн, Первую и Вторую мировые, гражданскую, польско-советскую. Но эту крепость разрушили не они. Разрушает форт время и небрежное отношение к нему. Впрочем, Таракановский форт — это прекрасная туристическая замануха с уникальной историей, расположенная всего в 200 метрах от трассы Киев-Чоп. Таракановский форт — это не просто памятник инженерной мысли, а гигантский бетонный лабиринт, где грань между историческим фактом и леденящей кровь легендой стирается сама собой. Возможно, его истинное предназначение до сих пор скрыто глубоко под землей, в тех самых замурованных туннелях, куда еще не ступала нога современного исследователя. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.